Что мы с вами, люди цифрового века, по-настоящему знаем о древнем мире? Какие цивилизации могли существовать до нас и кто на самом деле создавал великие города прошлого? С каждым годом исследователи находят все больше доказательств тому, что наше представление об истории человечества нужно серьезно пересматривать. И причина этому — невероятные артефакты, на которые следует обратить внимание. Загадки древности, с которыми непременно нужно разобраться. Увидеть прошлое, приблизиться к ним можно только одним способом. Переместиться в пространстве и времени и оказаться в гостях у наших великих предков. В этом фильме мы покажем артефакты, которые заставили нас пересмотреть взгляды на историю человеческой цивилизации. Мы обнаружили их во время нашего путешествия в древний город Ниса. Колыбелью древних цивилизаций является территория Малой Азии или современная Турция. Только официально на этой территории известно несколько десятков античных городов и поселений, которые были открыты археологами или случайно обнаружены людьми. Мы предприняли попытку экспедиции и отправились в один из самых загадочных городов древнего мира под названием Ниса. Для этого мы преодолели несколько часов на поезде через горную часть Турции, наблюдая за проплывающими мимо апельсиновыми рощами, мандариновыми деревьями и загородными усадьбами. Официально Ниса — это античный город, который находится в провинции Айдын в 3 километрах от небольшого городка Султан-Хисар. В некоторых источниках есть информация, что после смерти Александра Македонского правитель селевкидов Антиох Сотер основал Нису около 280 года до нашей эры. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы вместе узнаем нечто, что в корне опровергнет и возраст города, и общепринятый взгляд на древнюю историю. И сегодня мы находимся в этом уникальном историческом месте. Это город Ниса, у него мифологическая тысячелетняя история. Я обратился к источникам для того, чтобы понять, есть ли какие-то письменные свидетельства по поводу города Нисы, и, может быть, что-то в них особенно упоминается. И действительно, в труде историка Страбона, это 1 век нашей эры, я прочитал о том, что город Ниса, он был основан в честь бога Диониса, и что это было местом, в том числе обиталища древних богов. Историк и географ Страбон в своем знаменитом труде «География» пишет про Нису следующее. Ниса находится у Месагиды и расположена большей частью по склонам этой горы. Это, так сказать, двойной город, ибо его разделяет горный поток, образующий ущелье, на одной стороне которого находится мост, соединяющий оба города, а другая украшена амфитеатром со скрытым подземным каналом. Там же, в Нисе, пишет Страбон, существует храм Плутона и Коры, и пещера, лежащая над священным участком, удивительная по своим природным свойствам. Ибо туда, как говорят, приходят больные, верящие в целительную силу живших богов, и ищут там излечения. Невольно мы задаемся вопросом, кто были эти упомянутые Страбоном боги? Что значил так называемый храм Плутона, и сможем ли мы найти эту таинственную пещеру? Вопросов больше, чем ответов. Мы приняли решение начать осмотр на северо-западной части города, там, где в свое время располагалась библиотека. Однако, не пройдя и 100 метров, мы обнаружили по пути что-то вроде большой пещеры. Возможно ли, что это именно то место, которое упоминал в своей книге Страбон?
Мы решились на то, чтобы проникнуть внутрь и исследовать это место. Однако увиденное внутри нас разочаровало. Скорее уж это сооружение представляло в прошлом вершину свода здания и в те далекие времена носило какой-то хозяйственный характер. А впоследствии лишь представляло место, где путники могли укрыться от дождя и холода, разжечь костер или сделать привал. Но наше знакомство с городом мы начали со здания, которое принято считать библиотекой. Я не случайно говорю «принято считать библиотекой», так как до II века до нашей эры в Риме лишь единицы читали и собирали книги. И по некоторым сведениям, ко II веку до нашей эры с расширением римской экспансии на восток в Риме появились первые частные библиотеки. Плоды человеческого разума являются общим достоянием. Эта фраза принадлежит основателю первой в мире публичной библиотеки Гаю Азинию Паллиону. В подобных библиотеках фонды делились на латинские и греческие книги, и хранились они отдельно. В библиотеках проходили публичное чтение новых произведений. Возможно, что именно подобный филиал такой библиотеки, относящийся именно к римскому периоду, мы видим в городе Ниса. Кроме того, удивительно совершенно открытие, что в каждом из этих руинированных городов везде можно видеть следы некой катастрофы. Я как историк относился к этому скептически, но я своими глазами увидел и в городе Лаудикея, и в Иерополисе, и в городе Ниса. Везде есть следы огромного заноса, причем в некоторых местах он достигает более 3-5 даже метров, который лег поверх этих античных так называемых городов и поверх вот этих мегалитов. И уже прямо здесь, рядом с библиотекой, нам стали попадаться предметы и архитектурные артефакты, которые были совершенно не похожи на сооружения римлян. Возможно, это и есть те самые загадочные мегалиты. Мегалиты от мега – большой и греческого литос – камень, сооружения из больших блоков. Распространены по всему миру, кроме Австралии. Общей характерной особенностью мегалитов являются огромные плиты или блоки весом порой более 100 тонн, часто доставленные из карьеров, расположенных за десятки километров, иногда с большим перепадом высот относительно места стройки. На территории Малой Азии к мегалитическим сооружениям можно отнести и некоторые храмовые комплексы циклопических размеров. Как правило, мегалитические конструкции не служили жильем, а от периода строительства до наших дней не дошло записи о приемах, инструментах и технологиях строительства. Часть ученых предполагают, что некоторая часть мегалитических сооружений строились с использованием высокоэнергетического и вычислительно сложного оборудования и расчетами 3D-пространства. Следующий пункт нашего исследования – это знаменитый театр Нисы. Это поистине величественное произведение также оставляет нам много вопросов. Монументальные блоки и сцена самого театра будто сделаны в разное время и разными строителями, и даже из разных материалов. Если это строили римляне, как принято считать, то куда же делись все инженерные приспособления и строительные инструменты? А что, если эти монументы появились здесь задолго до того, как сюда пришли римляне? Произошло следующее. Я, как человек с высшим историческим образованием, обнаружил для себя там такие вещи, которые меня просто поставили в тупик. И с того момента я начал вообще пересматривать, собственно говоря, те свои пласты знаний, которые касаются исторической науки, хронологии. Мост Нисы, или театральный мост, построенный в римский период, стал вторым по величине среди античных мостов подобной конструкции после Пергамского. Мы решили сойти с туристического маршрута и осмотрели туннель под его основанием. Место весьма таинственное. Но несмотря на большой масштаб и то, как эти сооружения вписаны в ландшафт местности,
все же невооруженным взглядом видно, что строилось это весьма примитивной кладкой, возможно, на римском растворе, который действительно был известен в те времена. Двигаясь далее в условный центр города, мы набрели на то здание, которое по одной из версий римляне использовали как местный парламент. И автор фильма не удержался, чтобы не сказать об этом пару слов в настоящем историческом антураже. Вот, конечно, это не похоже на нашу современную Государственную Думу или на какой-то современный парламент, но это перед нашими глазами сейчас парламент древний. В городе Ниса был один из самых таких известных парламентов, который отражен в античных источниках, и, собственно говоря, вот в этом самом месте он заседал. То есть вот на этих ложах сидели местные вельможи или такие известные в городе люди, которые были того времени парламентариями и решали самые важные вопросы. Мы, конечно, видим такую скромную часть того, что осталось от этого времени, но, тем не менее, она от этого не менее потрясающая. Я не был поклонником какой-то альтернативной истории и считал, что, в общем-то, это такая тема для энтузиастов. Но мои скептические настроения развеялись, когда я сам воочию и своими глазами увидел огромную разницу в этих артефактах и тем, что было создано цивилизациями римской, византийской. Эта разница очевидна, и она просто потрясающая. Совершенно очевидно, что строители и архитекторы были с огромным временным и интеллектуальным разрывом. Чем дальше мы двигались по центральной части Ниса, тем больше нам стали попадаться новые и новые мегалитические осколки другой архитектуры. Мощнейшие четырехугольные колонны, совершенно отличавшиеся от более чем простых римских арок. Зрелище это поистине завораживающее. Куски архитравов и фронтонов зданий, молящие, чтобы их освободили из-под плена масштабных глиняных заносов. Белеющие на солнце монолитные плиты храмовых дорог. Остатки, по всей видимости, другой цивилизации, которые римляне превратили в свою городскую улицу. На глаза нам попались надписи на мощных гранитных блоках. Невооруженным взглядом видно кустарное написание этих текстов в сравнении с точечными архитектурными формами и предположение о том, что византийцы и римляне просто наносили их на чужие сооружения, выглядит уже гораздо более достоверным. Они пришли на эти места, они обнаружили эти места, они как бы стали в каком-то смысле их домом, они стали использовать эти сооружения по разному назначению. И, конечно, вполне возможно, что надписи они свои оставляли, что дало повод последующим поколениям историков утверждать, что эти сооружения принадлежали той или иной греческой, эллинской или римской цивилизации. Но я думаю, что весьма вероятно, что это предположение совершенно ошибочно. А вот, по всей видимости, храм Плутона, который упоминался Страбоном. И снова невооруженным взглядом видно, что он принадлежит совершенно другой культуре, другому уровню производства и мышления. Тонкие формы и качество исполнения говорят нам о том, что подобные вещи действительно могли производиться в промышленных масштабах. А транспортировка таких блоков и колонн велась с помощью особого, неизвестного нам оборудования. Дело в том, что когда вы на это смотрите, то на глазах становится понятно, что это делали не одни и те же люди, что это абсолютная разница и в технологиях, и огромная разница во времени, когда все эти объекты были созданы. И это, наверное, было самым главным откровением, которое мы обнаружили в Нисе. Исследуя Нису, мы добрались до грандиозного ущелья, где мы снова попытались найти пещеру, упомянутую Страбоном. Пещеру мы так и не нашли, но мы побывали на великолепном обрыве, с которого, возможно, также смотрели на долину Мисагиды несколько поколений строителей этого города. Честно говоря, захватывает дух от тех мест, которые мы здесь успели посмотреть. Просто потрясающие. Это даже нельзя назвать руинами, это какие-то действительно великие останки великих цивилизаций.
Возможно, строители этих действительно разделяли не сотни, а десятки тысяч лет. Возможно, одни обладали высокими технологиями, а другие лишь пытались восстановить процветание и уровень своей цивилизации. Но так или иначе, город Ниса сохранил их общий дух, который просто витал в этом горном воздухе. Часть из мегалитических структур, она вообще скрыта под землей, и 90% этих сооружений еще на территории Малой Азии вообще не откопаны. Конечно, это вызывает огромный интерес, и к этому нужно всячески привлекать внимание, что мы и продолжим делать, создавая наши документальные фильмы. Местная легенда гласит, что души всех, кто жил в Нисе, каждую новую весну возрождаются в виде маковых цветов на краю этого самого ущелья. Смотря как красные маки разговаривали с нами на весеннем ветру, в это можно было поистине легко поверить. В завершении наших поисков мы были очень благодарны городу Ниса за его откровение с нами, которое положило начало новым поискам и новым открытиям.